Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Я вам всем безумно рада. Итак, в этом видео мы с вами поговорим о том, почему у многих людей желания исполняются, как будто по взмаху волшебной палочки. А кому-то приходится долго и колоссально трудиться, чтобы хотя бы одно, хотя бы самое простое исполнилось. Я здесь в своей голове сделала небольшой список, почему и расставила приоритеты. Конечно же, первое место в этом рейтинге занимает карма человека. Хотим мы того или нет, уже давным-давно научно доказано о том, что на нашу жизнь, вот лично на мою в данном случае и на каждого из вас, влияет 7 поколений предков. И многие совершали ошибки. Самый банальный пример, с которым многие сталкиваются, очень большая проблема, дети не рождаются. Да, то есть люди не могут забеременеть, не могут завести ребенка. Отрабатывайте карму, ошибки ваших родителей. И даже не родители, потому что родители у нас были уже поосознаннее, а бабушек и дедушек, когда у них, к сожалению, не было возможности предотвратить, да, очередную беременность, и они от этого просто избавлялись. Избавлялись не потому, что они не хотели детей, а потому что у них уже было их 7 штук. А детей надо кормить, одевать, обувать и так далее, да, давать какое-то образование. Точно так же, как и лично вы будете влиять до 7-го поколения ваших потомков. Это очень удивительно, и мне здесь очень нравится, что люди в это время, мир меняется, и люди стали намного более осознанными. Люди начинают во всем этом разбираться, начинают искать знания, начинают узнавать. И оно все работает. Одна из самых мощных техник, я вам ее давала, я вам говорю, у меня аж мурашки по коже, я вам ее давала, это практика прощения родителей, практика поклонов. Мне повезло, я в своей жизни узнала эту практику очень-очень рано, и учитывая, что меня моя жизнь никогда не устраивала, и я не считала в своей душе, глубоко в глубине своей души, я никогда не считала себя хуже кого-то, у кого получилось жить хорошо и счастливо, да, я не считала себя хуже, и я узнавала, я искала знания, я узнавала, и я работала над собой. И эта техника перевернула мою жизнь настолько, что если говорить о моем детстве, о моих мечтах, о том, как я мечтала жить, я не могу сказать сейчас, что я живу в своей мечте, потому что я и представить не могла, что можно так жить. Это лучше, чем я могла представить себе в самых смелых мечтах. Дальше, следующий момент. Я считаю безумно важным, во-первых, наш дом– это наше зеркало. И опять же, по своей карме, видите, как все здесь переплетается, по своей карме мы притягиваем тот или иной дом. Здесь я бы хотела выделить два таких важных момента. Это васту, часть ведических знаний о влиянии пространства на нашу жизнь. И фэн-шуй. Это наука, философия про управление живыми потоками в нашей жизни и о том, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Если у нас в васту мы один раз можно сделать коррекции, все установить и просто поддерживать, то в фэн-шуй все несколько сложнее. Потому что летящие звезды меняются не только каждый месяц, они меняются каждый год, летящие звезды меняются каждый период. Очень важно от того, будет помогать вам ваш дом или нет, важно, в каком периоде был построен ваш дом. Да? Сразу оговорюсь, моя личная рекомендация– меняйте квартиры как можно чаще. Сейчас мы как раз уже по раннему небу наступил 9-й период, вы видите, он начался с 2017 года, с 2017 года наступил 9-й период. И, соответственно, переводить дом, старый дом, достаточно сложно. Поэтому, если есть возможность, меняйте. Вы можете обратить внимание по своим жизням. Если ваши бабушки, дедушки жили там в каком-то доме в своей молодости и процветали,
то сейчас они могут, ну, выживать на пенсию, да. Опять же, если ваши вещи есть в доме вашей бабушки и дедушки, их дом на вас тоже влияет и утягивает туда, куда не надо. То есть все безумно интересно, да. Следующий момент, конечно же, гороскоп. Я больше придерживаюсь ведических знаний, я очень уважаю веды, и для меня ведическая астрология Джьотиш, на мой взгляд, она полностью раскрывает человека. Опять же, всегда нужно обращать внимание, есть еще бадзи, да, тоже безумно все интересно. И исполнение ваших желаний зависит от того, как вы, в каком периоде вы находитесь. Если у вас шикарные периоды, тогда у вас и все вот прям по щелчку получается. Вы подумать не успеваете, оно уже все исполняется и сбывается. По поводу Джьотиш сразу скажу, ну, я думаю, вы все знаете, что на нашу жизнь в гороскопе каждого человека изначально при рождении заложены планеты. Меркурий, Юпитер, Солнце, Венера, Марс, Раху, Сатурн, Луна и Кету. Вот, и есть очень такой ядерный период, он называется Садасати, длится он 7,5 лет, и человек его переживает трижды за свою жизнь. Опять же, то, как Сатурн, это вообще в нашем гороскопе, он отвечает за карму. Это наша карма. Это связь с родом. И вот чтобы заблагостивить Сатурн в своем гороскопе, именно поэтому очень благоприятно по субботам я вам в телеграм-канале давала покормить ворон, общаться с пожилыми людьми, как-то поддерживать их, помогать, хотя бы просто позвонить. Я не говорю о том, что вы обязаны ходить, да, там, полы бабушкам намывать. Нет, конечно. Вот, но как-то позаботиться, как-то поддержать, чтобы ублагостивить свой Сатурн. Но после Садасати, вот если прожить, вот это уроки Сатурна, даже боги боятся Сатурна, Шани, да, если быть точнее. Вот, но после Садасати человек выходит на колоссально новый уровень, и кто-то вплоть до того, что просыпается знаменитым, да, от этого. И самое главное, все в ваших руках, да, никогда нельзя относиться ни к астрологии, ни к каким-то предсказаниям, все, ничего не получится. На самом деле нет. Владеешь информацией, владеешь миром. И если вы знаете, что вас ждет, огромное количество коррекций, огромное количество упай. Это значит, почему я вам очень часто в каких-то прогнозах, в своих рекомендациях на полнолуние, предстоящее новолуние, на коридор затмений, который будет просто роковой и изменит жизнь колоссально. Эти затмения, они заложат фундамент вашей жизни на ближайшие 18 лет. И я вам практически всегда говорю, держите эмоции под контролем, держите эмоции под контролем. Я не говорю, держите эмоции в себе, не путайте, я вам этого не говорю. Я говорю, что держать эмоции нужно под контролем. Вот. И влияет все так. Следующий момент. Конечно же, на нашу жизнь влияют наши установки. Хотите вы того или нет, они были заложены в нас где-то даже с любовью, где-то с какой-то там строгостью. Вам может показаться с ненавистью, да, там, как можно на родного ребенка кричать, да, но люди другого не знали, это надо просто понять, принять, простить и жить дальше, да. Но, тем не менее, эти установки засели в вашей голове, когда вы были еще маленьким человеком, вероятнее всего, даже до 3 лет, а потом они у вас просто укреплялись. Вы знаете, как молоточком бить, если долго забивать гвоздик, он однажды забьется. Вода камень точит. И здесь то же самое. И все эти установки на протяжении десятилетий, а вам сейчас не 10 лет, вам сейчас уже посмотреть статистику, большинство людей, которые подписаны на канал, уже после 30 лет. И то есть вы представляете, 3 десятилетия вам в голову вбивали одно и то же, какую-то установку. Конечно, как вы будете жить? Как вы поймете, что деньги с неба сыпятся, если вам все время говорили, что деньги это плохо, например, да? Или денег нет,
и что-то подобное. Поэтому человек к 35 годам на 95% состоит из сформировавшихся уже установок. И они не всегда позитивны. Эти установки могут касаться всех сфер вашей жизни. Здоровье, взаимоотношения, деньги, слава, путешествия и все-все-все. Они затрагивают абсолютно все. Именно поэтому я вам каждое утро предлагаю аффирмации в моем телеграм-канале, в моем сообществе на YouTube, да, и чтобы вы их просто повторяли. А большинство людей как реагируют изначально? Я вам тоже это все сейчас расскажу, как реагируют изначально. Прочитали, увидели, пролистнули. Потом, когда увидели, уже проходят месяцы, и вы продолжаете быть подписанными на мой канал, я вижу, как растет количество подписчиков. Я каждый день получаю огромное количество отзывов. И где-то, если под видео вы видите, что отзывов не так много, это страх человека, что вот его желание исполнилось, его жизнь начинает меняться, и человек, просто неподготовленный к тому, что так жить можно, он начинает бояться и оберегать вот эту вот свою мечту, вот эти вот изменения, как хрустальный шар. Но бояться-то не стоит. Здесь все осознанные люди, и когда человек только встает на вот этот путь волшебства, изменений в своей жизни, когда он видит, что у кого-то получилось. Не у Брэда Питта с Анджелиной Джоли, не у Виктории Бекхэм или не у Веры Вон, не у мировых знаменитостей, а вот у обычного человека, которому, по сути, ты можешь написать в личку и узнать, как у тебя дела. Вы придаете им силы верить в себя, верить в свою мечту. А то, во что вы верите, становится вашей жизнью. Поэтому с установками работать. Как с установками работать? Бесчисленное количество информации, количество знаний, и вы можете использовать абсолютно все. Кто-то медитирует, кто-то рисует, нейрографика. Это один из самых крутейших психологических приемов. Хочешь ты счастливую жизнь, нарисуй. Нарисуй вот как можешь. Вот просто главное вложить свою энергию, вложить смысл в рисунок. Да? Хочешь ты денег, нарисуй ты эти деньги. В нейрографике все несколько интереснее, потому что там вы прям видите, как вы создаете эти новые нейронные связи в своей голове. А у нас в голове более 86 миллиардов, по-моему, да, или миллион нейронов. В общем, сейчас мысли о другом. Поэтому аффирмации, установки, и просите Вселенную. Вселенная изобильна, она все дает. Она дает на вашу просьбу, она не умеет читать мысли. Самый жесткий пример. Почему, например, браки распадаются? Потому что люди не умеют разговаривать друг с другом. И со Вселенной взаимоотношения точно так же. Представьте, что это ваш муж, только это не ваш муж, а это безграничная Вселенная, которая намного старше, намного мудрее, намного опытнее нас. И во Вселенной всего достаточно для всех. Кто вам сказал, что вы не сможете достичь того, что вы хотите? Я очень люблю здесь фразу, цитату из книги Паула Коэльо. Вселенная всегда помогает осуществить наши мечты, какими бы дурацкими они ни были, ибо это наши мечты, и только нам известно, чего стоило вымечтать их. Когда вы думаете о чем-то прекрасном, уровень вашей энергии поднимается. И вот желания исполняются любые. Финансы, любовь, деньги, путешествия, ну вот все, что пожелаете, все, что только придет в вашу голову. Секрет еще заключается в том, что всем в голову приходит разное. И если мне, кроме здоровья, любви, моей семьи, да, нужны, действительно жизненно нужны бриллианты, то моей бабушке, например, они не нужны. Но она их не любит, она их не ценит, потому что их нельзя съесть. А я эстет. Я получаю действительно
невероятное наслаждение, просто любуясь в витрине магазина даже бриллиантами. Я считаю это магией, я считаю это шедевром. То есть всем людям нужно разное. И именно поэтому во Вселенной всего достаточно для всех. Нужно ли вам 400 миллиардов долларов? Нет. Многие ответят, конечно, изначально все скажут, да, я хочу. А что вы с ними будете делать? И исполняются только истинные желания на уровне ваших высоких вибраций. А как поднять вот этот вот уровень ваших вибраций, как поднять уровень вашей энергии? Опять же, то, о чем я вам постоянно говорю. Сначала, просыпаясь утром, я уделяю время себе. Потому что мне очень важно поднять уровень своей энергии настолько, чтобы я могла сиять для других, для своей семьи в первую очередь. А вот когда я посияю для своей семьи, заряжу их на фантастический и самый лучший день их жизни, я прихожу к вам. Вот как-то так это работает. Много всего рассказала. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Я вас всех обнимаю. Всем волшебного дня!